Hola, amigos! Как вы поняли, мы все еще в Испании. Мы находимся на побережье Коста-дель-Соль. Продолжаем наше автопутешествие в автодоме. Смотрите, на что приходится идти. Фух, это было непросто. Сматываемся отсюда. Мы приехали в Марбелью, или, как ее называют местные, Марбея. Очень красивое место. Еще пока мы не осмотрелись. Но что бросается в глаза? Во-первых, мало машин. Да, мы когда подъезжали, была пробка. И была очень смешная надпись на плакате: «Ты застрял в пробке?» Но это все еще рай. В целом все стало зеленее. Больше растительности, больше цветов. И пока что мне все нравится, потому что Марбея окружена со всех сторон горами. Я попробую это запечатлеть попозже с коптера. За 3 дня у меня сели все батарейки на коптере. Почему я не заряжался в автодоме, хотите спросить? Да, потому что все зарядки были заняты телефонами. Все-таки у нас 5 телефонов. И их все нужно подзаряжать. Они заряжаются медленнее, чем от сети 220. Но заряжаются. Поэтому я даже не стал пробовать заряжать аккумуляторы коптера. Я лучше поставлю коптер на зарядку у наших друзей. Та-дам! Да-да, у нас есть друзья, которые живут в Марбее. И именно там сейчас находятся мои девчонки. Я перейду на другую сторону, потому что по солнцу идти трудно. Очень сухой воздух. Я прям вдыхаю, у меня все во рту становится сухим. Говорить еще сложнее, как вы понимаете. Поэтому говорить буду с трудом. Но, дорогие друзья, смотрите, на что приходится идти ради контента. Давайте, во-первых, не забудем поставить лайки, подписаться, если все еще не подписались, потому что это все помогает продвижению видео. И мне бы хотелось, чтобы это видео посмотрели многие люди. По какой причине? Да? Что я такого могу вообще донести полезного и интересного, несмотря на огромное количество видеоконтента в сети и всевозможных роликов про путешествия по Европе, на автодоме и не только на автодоме. Ничего нового вы здесь не узнаете. Ну ладно, так уж и быть. Некоторые лайфхаки я вам расскажу. Лайфхак? Катя говорит, что нужно записывать все наши эпик-фейлы. В общем, мы заехали в такую зону. Я вообще не уверен, что хоть один
караван сюда заезжал, потому что развернуться здесь очень трудно, а ехать дальше непонятно, что там будет. Я просто нашел точку на карте Google Maps, которая называлась Best View to the Ronda Bridge. Ronda Bridge вот там, вдалеке. А мы вообще застряли. In the middle of nowhere. Вот сейчас я буду сдавать назад и пытаться развернуться, но там так тесно, что не знаю, как это выйдет. Я развалила весь кусок. Там еще. Хорошо, что есть камера заднего вида. Каким-то образом мне нужно вписаться вот в эти ворота и не задеть столбики. Вот это вписка на 7-метровом грузовике. Фух. Так, разворот удался. Осталось выбраться из этой задницы. Фух. Это было непросто. Но мы развернулись и можем поехать обратно. Вот на Google Maps Best View выглядит вот так. Не доверяйте Google Maps. В общем, я причем знал, что на этой большой машине лучше не заезжать в города, особенно в маленькие города, в старые, да, где узкие улицы. Я все это прекрасно понимаю, поэтому я заранее и посмотрел все точки на Park for Night. И специально искал точку, где будет написано «Подходит для длинных машин». Нашел. Но там сейчас стоят короткие машины. И они занимают все улицы, которые были отмечены на Park for Night. Но при этом, конечно, все это очень романтично выглядит снаружи. И когда ты смотришь, как все люди путешествуют на автодомах, переезжают с одного места на другое, ночуют каждый день в новом месте. Ты думаешь, вау, романтика. Господи, как тут можно разъехаться? Возвращаюсь обратно и забираю девчонок. Ронда я посмотрю, видимо, только с коптера. Выгуливаю коптер по всем достопримечательностям Испании. Это вид на заправке, да? Главный лайфхак путешествия на автодоме – это, конечно, приложение Park for Night. И хотелось бы в очередной раз сделать рекламную интеграцию.
за которую мне никто не заплатит пока что. Но ничего, скоро все заплатят. Скоро все заплатят мне за рекламные интеграции. Так вот, Park Fortnite очень удобно. Во-первых, давайте ссылку на приложение я где-нибудь оставлю внизу под описанием этого ролика. Плюс этого приложения, особенно когда вы берете платную подписку, можно взять на месяц, что я и сделал. Во-первых, открываются те точки, о которых, во-первых, на Google Maps они не все отмечены. Во-вторых, вы можете почитать свежие комментарии и узнать в этой точке, например, спокойно, тихо, или наоборот, там очень шумно и может приехать полиция и вас согнать. Пока что я хочу сказать, что все точки с Park Fortnite были удачными. Ни одна не разочаровала. И также и здесь, в Марбее, можно было встать на платную парковку и заплатить сколько-то евро за то, что ты там стоишь. А можно было воспользоваться бесплатной парковкой, что я и сделал с Park Fortnite. Вот, спасибо, меня пропускает BMW, очень приятно. Вы можете найти сервисы, которые необходимы для обслуживания автодома. К сожалению, это такая острая тема, особенно если путешествовать впятером в автодоме, потому что быстро заполняется бак серой воды, туалет, примерно раз в 2 дня приходится его вносить. И нельзя его вылить просто в обычный унитаз где-нибудь на бензозаправке. Нет, вы должны найти специальное место, где будет написано Black Water, черная вода, слив Black Water. И именно в этом месте можно слить. Я что-то немного заблудился, не могу понять. Слушайте, мне вообще на ту сторону. Да. Ой, sorry. Йоу. Прикольно, смотрите, как моют. Видите, такой моющий пылесос, и очень чисто он дорожки делает. Первый раз вижу, чтобы таким пылесосом мыли тротуар. Buenas noches, amigos. Спасибо нашим друзьям. Нас замечательно принимали в гостях. Мы наелись, помылись и наболтались от души. Кстати, Ева и Эстер учатся в британской школе, и было очень интересно поговорить с ними. Я специально оставил этот диалог без перевода. Можно включить субтитры. На клавиатуре буква C. Ну, русская S. Esther, do you like life in Spain? Do you like your school? Yes. Why? Tell us about it a little bit. Like maybe you have friends, maybe you have some subjects that you like. What I like? Yeah, maybe math, English. What do you like? Art and drama. Art and drama? Are kids like kind in your school? Are they like fine and kind and they good with you? Speak nicely. Some of them yes, some of them no. Why? Okay. And do you like Spanish? Like to learn it, to speak it? Maybe. Maybe? But you speak good? No. Why not? Like it's hard language? No, it's just I learn it. It's like boring? No, I learn it. My mom says that I learn it to like easy things. Okay. And do you like the weather? Like, do you like the weather in Spain? Is it sunny sometimes? Maybe sometimes it's rainy. It's rainy, really rare, but sunny almost all the times, even in winter. Okay. You don't have snow here or something. No. Okay. And Even close. really? And do you like people outside? Maybe not only in school, like also outside. Are people like nicely and they want to help? Well, compared to some countries, they're really like nice because they speak to any person, like Spanish people. If they are like they know something, they all the time speak to someone
like they don't even know. Mira, what do you think now about Spain? Like you're here for already 2 days, something like this? I like the weather. It's sometimes very hot, Yeah, sometimes it's hot. but it's okay in the evening. Yeah, in evening it's very comfortable and the wind is nice and everything. And do you like maybe the houses, the buildings? I think it's very pretty. Like, I think beautiful. it's very beautiful and it's good. The builders are great and they build beautiful houses. Yeah. And I like also the nature, all these trees and flowers. They're absolutely nice and pretty. And I like also people. People here like smiling, and I talk to them and they talk to me sometimes. Sometimes they don't understand what I talk to them, because sometimes Spanish people don't understand. Ну как вам? Заметили разницу между произношением? У Адрианы и Миры американский акцент, а у Эстер британский. Какой вам больше нравится? Пишите в комментариях. Ну а мы отправляемся дальше, гулять по городу, который буквально встроен в скалу. Вроде бы уже много где побывал, но все равно находятся города, которые способны удивить. Я один раз произнесу это название и больше не буду. Sentinel de las Bodegas. Это то место, город в скале. Мне очень хотелось на него посмотреть. На фотографиях выглядело очень необычно. И вживую, хочу сказать, это тоже выглядит классно, потому что дом как будто бы... Я даже не понимаю, что было раньше, скала или дом. Давайте отойдем. Тут, представляете, даже машины умудряются проезжать. Нормально. Ну расскажи, что ты чувствуешь, когда проходишь под скалой? Ну, это максимально необычно, особенно там такие трещины наблюдаются в этой во всей истории. И я думаю, кто-то вообще следит за тем, чтобы эта штука не двигалась никогда. Но она же может там под действием каких-то небольших двигаться, да? Что-то двигается в земле, она может двигаться. Но это очень странно, очень необычно. Но я бы так не хотела жить. Вот это я точно знаю. Могу рассказать, короче. Город возник благодаря тому, что река несколько тысяч лет точила эти прекрасные скалы, стены. И когда пришли основатели города, они решили не заморачиваться, не строить город наверху скал, как многие делают, а использовать уже то, что есть, в качестве готовых стен. По-моему, очень грамотная тема. По факту это пещеры. По факту это пещеры там. Согласитесь, довольно практично использовать вместо крыши и задней стены скалу. А камень при всем при этом работал еще и как природный кондиционер. Летом внутри прохладнее, зимой теплее. Рядом находятся две улицы – пещера Солнца и пещера Тени. Первая получает много света, а на второй небо буквально заменяет скала. Хотели бы тут остановиться на ночь? Такие апартаменты сдаются в аренду. На первом этаже находится кухня, на втором этаже спальня. Довольно мило. One bedroom. Необычное место для туристов.
Даже небольшой водопадик. Мы набрели на какое-то место. Тут уже нет домиков в скале, но при этом есть такие бетонные арки. Очень серьезная конструкция. Стоят лавочки. Тут мог бы быть еще один дом. Место тусовок. Особенно нравится девчонкам. Да, Мируш, что ты там нашла? Что это? Кирпич? Зачем оно? Смотрите, инжир, растущий в стене. Дамьян! Thank you guys. Because You're welcome. Because you are a girl. Yes. Yes. We're together. Good luck. Where are you from? From Israel. Israel. Oh, nice. I'm from Brazil. Wow, great. Yes. Это было очень забавно. Девушка из Бразилии несколько раз звала своего мужа, чтобы он ее подождал. А он даже и не думал останавливаться. Поэтому мы решили ей помочь. Мужчина в итоге так и не остановился. Зато настроение мы всем подняли точно. Такой вот бразильский сериал. Участвовали в бразильском сериале. Девочки, он сюда хочет поехать. А тут кирпич вообще-то. Давайте сюда, идите сюда. Как тут вообще можно проезжать? Я в шоке. Просто 45 градусов вверх. И главное, нам никто не мешал припарковаться внизу. Но нет. Мы по старой привычке зачем-то припарковались наверху. Спустились вниз, погуляли. И идем наверх. Вообще мы должны были вчера вернуться в Марбеле и остановиться в кемпинге на берегу моря. Но, во-первых, я довольно сильно расстроился из-за своей глупой ошибки. Из-за того, что въехал в стену. Как-то это было, ну прям максимально глупо. Конечно, отсутствие парктроников сыграло значение. Вот насколько мы привыкаем доверять технологиям, насколько мы уже сами, да, не можем без навигаторов, без парктроников и других помогалок. Трудно. Но ничего, я надеюсь, что это самое плохое, что случится в нашем путешествии. Главное, что никто не пострадал, потому что был довольно резкий толчок. И слава богу, что вся моя семья в этот момент, ну, кто сидел, кто был пристегнут, никто не упал, ни обо что не ударился. Так что, слава богу, все в порядке. Ну, а что касается пластика, это все можно починить. Мы попробуем найти сегодня мастерскую по ремонту. Если удастся починить самим, то хорошо. Ну, если не удастся, то будут, видимо, вычитать из страховки. Вот.